Здравствуйте, друзья! Российская спортивная журналистка Елена Войцеховская высказалась по поводу расследования допингового дела Камилы Валиевой. Во всей этой истории с весьма затейливым сюжетом от дедушкиного стакана до увольнения врача накануне вот уж случайность-то, решающей стадии судебных разбирательств. У меня возникает вопрос, который вообще не имеет отношения к фигуристке, написала Войцеховская в своем телеграм-канале. Со слов Елены, если будет доказано, что Валиева нарушила антидопинговые правила, медалей лишатся сразу 6 спортсменов. И это станет публичным и максимально скандальным унижением. Ведь пострадают не отдельные спортсмены, а российская команда. Страну подставили своей халатностью совершенно конкретные люди, сделав из нее посмешище, написала Войцеховская в своем телеграм-канале. По мнению Елены, важно получить ответы на вопросы, был ли контроль при выезде. Если был, почему пропустили, надавили и попросили. Но внимание уводится совершенно на другие вещи. Педалируется тема этических кодексов, защищенного лица, гениального ребенка с уязвимой нервной организацией и так далее, написала Войцеховская в своем телеграм-канале. Ну и под конец журналистка добавила, что даже если медали не отнимут, то написанное ею все равно будет актуально. Елена в данном вопросе для меня – собирательный образ всех тех, кто с момента объявления результатов допинг-пробы Валиевой на Олимпиаде критикует фигуристку и ее окружение. И Войцеховская, по сути, стоит в авангарде этого движения не в последнюю очередь благодаря своему красноречию. Не обвиняет саму фигуристку напрямую, но говорит про дедушкин стакан и гениального ребенка с уязвимой нервной организацией. Она не говорит, что Камила принимала допинг, зато задается вопросами, как ее проверяли перед вылетом на Олимпиаду и почему допустили до соревнований и так далее. Я ни в коем случае не утверждаю, что Камила не виновата, но и тем более не говорю об обратном, потому что еще никакого вердикта вынесено не было, а как известно, человек не виновен, пока не доказано обратное. И именно поэтому в правилах ВАДА есть пункт, который гласит, что если расследование длится дольше определенного периода времени, спортсмен считается оправданным. Но это не мешает многим российским журналисткам критиковать фигуристку и ее окружение. И самое обидное, что подобным занимаются свои же российские журналисты. Елена написала, что ситуация с Валиевой подставляет всю страну. А по-моему, страну не менее подставляют свои же журналисты, которые задолго до объявления результатов расследования уже навешали ярлыков на лучшего тренера и на одну из сильнейших фигуристок современности.